Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua, а это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик с рангом Король 2. Ну, как я уже ранее говорил, мы не будем смотреть на ранги, мы будем смотреть конкретно на его действия, его решения, его сборки. Ну, вы, короче, меня поняли правильно. Со старта я вижу, ему уже отлично идет, ему пришло 2 гоблина-убийцы, и на следующем раунде, если придет еще один гоблин-убийца, это будет вообще 10 из 10. На самом деле, когда тебе приходит ранний гоблин-убийца, как же у тебя настраивается экономика. Как же все становится прекрасно и отлично. Еще ты можешь, кстати... сглазил его немного. Не пришел ему гоблин-убийца. Но он сейчас сделает рокировку, поставит этого гоблина-убийцу, получит за него еще одну монету. Я бы на его месте, конечно, купил бы баф людей. Там, кстати, есть охотник-зверь. Может купить еще и охотника-зверя, может ему ранние охотники придут. Может ему ранние охотники придут, а может он вообще будет играть через зверей, кто знает. Но то, что он взял клевер, скорее всего, он будет играть либо же через охотников на старте, либо же будет играть через панду стараться. Поэтому посмотрим и еще раз посмотрим. Поэтому, ну, ладно, окей, все. Я умываю руки, гоблин-убийца в 2 звезды. На 3-м раунде это отлично, это идеально, потому что сейчас он с него еще одну монету получит, это первое. Потом он апнет на 4-м раунде гоблина-убийцу в 2 звезды. Оттуда еще получит потом 3 монеты. Идеально, прекрасно, замечательно. Что может быть лучше, правильно? Правильно. Ладно. Кстати, я бы на его месте вышел бы в 10 монет. Я бы распродал лишние фигуры. А, вот он как поступил. Он сделал еще лучше. Он просто взял себе 4-й уровень. Окей. Тренд пришел со старта. Вообще шикарно, бери. Он тебе пригодится. Кусок мяса, который тебя еще и хилит. В общем, присаживайтесь поудобнее. Всем, соответственно, приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и приятного хорошего вам вечера. Хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закреплено сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я все подробно объясняю, что нужно для этого сделать. И, соответственно, если вы перешли уже на мой телеграм, обязательно на него подпишитесь. И если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно тоже подпишитесь. И если вы еще не поддержали этот ролик своим лайком, то обязательно поддержите этот ролик своим лайком. Мне необходима ваша поддержка, чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендаций. Поэтому давайте, ребят, активность проявляем, не стесняемся, оплачиваем. Оплачиваем мои ролики. Оплачиваем лайком. Если ему тренд в 2 звезды придет, будет шикарно. Кстати, я бы на его месте плащ-пальто бы передал в гоблина-убийцу в 2 звезды. Все-таки, как-никак, это у него самая сильная фигура сейчас. Ну и, кстати, может убийц поставить. Скорее всего, выйдет из экономики, возьмет себе 5-й и поставит убийц. Или нет? Или да? Или нет? Может, конечно, гоблина-убийцу 1-го уровня поменять. О, там тоже скилл. Там 2-звездочная луна. Сильно? Понимаю. Я в своем дневном ролике рассказывал, почему у меня сегодня 2 рубрики вышло. Но кто вдруг забыл, то напомню. Мне просто на предыдущий день, ну, сегодня, люто не фартило ни на одну сборку. Поэтому интересной сборки у меня не получилось, а какую-то сборку обыкновенную мне не хотелось реализовывать. Мне хотелось реализовать синергию духов плюс чернокнижников, сделать 6 из 6, что там, что там. Ну, думаю, вы поняли меня. Но, к сожалению, не вышло. Я потратил много попыток. У меня не тильт, а как это правильно выразить? В общем, не смог записать и все. Не смог записать свежего какого-то интересного контента, поэтому лучше откомментирую рубрику. Рубрики у меня много. Кто вдруг не знает... А, я не говорил. Кто вдруг не знает. Вот это я гений, да? Короче, я не говорил, но чтобы вы понимали, этот ролик с 11 июня. Правильно? Сейчас же июль? Да, сейчас июль, а этот ролик с 11 июня. Ну да, с 11 июня. Обалдеть. Вот такая вот большая очередь на ролике. Вот такая. Так, ставит панду. Ты клевер там... Что с ним сделал? Рольнул или оставил? А то я как-то не обращал на это внимания, пока тут общался со зрителями. А ну, покажи свои предметы. Покажи
свои предметы. Кстати, у меня отличные новости для вас. Я во вчерашнем ролике говорил, что жара невменяемая. Сейчас я слышу за окном, как гремит гром. Клевер, передай в панду. Клевер в панду, клевер в панду, клевер в панду. Так вот, за окном гремит гром. И я очень надеюсь, что будет дождь и желательно целый день. Потому что жара такая невменяемая стоит. Я мороженое, понимаете? Я мороженое на солнце. Я таю. Мне иногда кажется, что я сяду записывать какой-то ролик и в прямом эфире растаю. Ему духи хорошо идут, я смотрю. Но выходит в экономику, это хорошо. Можно еще будет на сдачу гоблина-убийцу продать. Там, кстати, сделали анонс нового героя. Я о нем написал в телеграм-канале. Герой выглядит интересно. Это Дарксир из Доты. Его щиток. Короче, интересный герой. Посмотрим, как будет на практике. Если там еще щиты будут стакаться, то забейте. Щиты накладываться будут друг на друга. Там такое выжигание будет. О, ну я думаю, это будет слишком имбово, поэтому будет работать всего лишь один щит, а не накладываться друг на друга. Я почему-то более в чем уверен. Но думаю, что если он на разные фигуры будет накидывать их, то, соответственно, щиты будут выжигать каждый по-разному. То есть не один щит будет выжигать, а каждый по-разному. Гоблин-убийца продай. Эх, не захотел продать. Надо было продавать. Вышел бы в 40 монет плюс, получил бы хорошую экономику. Ну, ладно. Ты клевер передал? Клевер передал, говорю. Я бы вот этого рыцаря, которого он купил, я бы его продал. Клевер ты не передал. А почему ты клевер не передал? А? Почему ты не передал клевер? Я сейчас не понял. Ой, как отлично Мирана прыгнула к гоблину-убийце. Это нам нравится. Такое мы любим. Такие подгоны мы любим. Ему бы Тинкера сейчас в 2 звезды. У него будет идеальный старт. Сейчас ему с панда минер упадет и будет же 10 из 10. Пиво в 2 звезды. Отлично. Вот почему ты до сих пор клевера не передал? У меня вот такой вот вопрос. Клевер! Да! Спустя сколько раундов ты закинул клевера? А ну-ка. Кто внимательный зритель, напишите в комментариях. Сколько раундов он продержал клевер в гоблине-убийце? Ну, старт мне уже нравится. Скажем так, не критический профтык, но все-таки, когда у тебя панда имеет 10% шанс присуммонить фигуру, намного приятнее, нежели 8%. Давай еще. Отличную реликвию получи. Что там, что там? Опа, хитрец. Опа, халявные роллы. Прекрасно. Ну, такое нам нравится. Ты посмотри реликвию. Надо было сразу посмотреть реликвию, а потом уже что-то либо делать. Отличное решение закинуть клевера в хитреца. Бери, бери его, да, бери, бери. Опа. Яйца шикарно и мастерская бума. Взял мастерскую бума, тоже прекрасно. Возьми еще одного гоблина меха. Поставь его на стол, получи халявные роллы. Не? Ну, нет. Ну, так нет. Ладно. Не хочешь, как хочешь. Легендарки здесь классные, кстати. Оп, яйцо. Оп, Марси. Давай еще одного волшебника. И 10 из 10 будет. А, так у тебя есть волшебники. Поставь себе синергию кунг-фу.
Поставь синергию кунг-фу. Это будет сильно. Ставь синергию кунг-фу. Ну, яйцо 50 на 50. Я бы на твоем месте не спешил, потому что на следующем раунде или через несколько раундов может упасть хитрец, и ты это яйцо закинешь в хитреца. Это будет очень сильно. Хотя на самом деле и Марси в 2 звезды это очень сильно. Но просто Марси ты сможешь наролить, а хитреца ты наролить не сможешь. Там только от скилла твоего зависит. Если ты хорошо прокачанный, то, соответственно, тебе будет приходить хитрец. Если ты плохо прокачанный, то... сам понимаешь. Не хочешь поставить уже синергию? А тут ты купил цвету и поставил баф мехов. А почему в предыдущем раунде, ну, 2 раунда назад ты не купил Клокверка? Сейчас не понял. Ладно. Поставил, кстати, цвету, и есть вероятность, что ему может упасть импреска с панды. О, любимые рыцари. Здорово. Если ты хочешь побеждать, я рекомендую поставить тебе синергию кунг-фу. Полную. Полная синергия кунг-фу на старте сильная. Ну, в принципе, и так пойдет. И так побеждает. Два ДК ему пришло. Пустил слезу. Вспоминаю, как я на рыцарях играл. И я этого ДК искал на 10 уровне. Да. Да. Кому-то все, кому-то ничего. Зачем тебе гоблин-убийца? Продай его. Вряд ли его ты соберешь в 3 звезды. Хотя ты, может, хочешь собрать его в 2 звезды и получить 3 монетки. Чисто кэшбэк. А потом продать. Я думаю, так он и хочет сделать. Надеюсь, завтра, ну, для вас сегодня, у меня получится записать отменный контент с духами. Очень на это надеюсь. А вот ты не поставил синергию кунг-фу и откис. Ну, ничего. Попозже поставишь. Судя по всему. Яйцо не тратит, хорошо. Еще одно яйцо, а вот теперь можешь одно яйцо потратить. Да. Отлично. Вообще прекрасно. Не спешит синергия кунг-фу. А не хочешь предметы перекинуть в Марсе? Марсе будет сейчас намного жестче. О, как. А зачем ты Рубика продал? Ты же сейчас бы получил деньги с мобов. Потом бы просто 2 гоблина-убийцы продал бы и все. Ну ладно. Как-то долго ты думал с предметами. Оп, еще один меч. Вообще прекрасно. Под Марси самый сок. О, ну все. Это скилл обнаружен. Скилл обнаружен. О, еще и молот грома. 10 из 10. В Марсе закидывай. Не, в Марсе закидывай молот грома. Почему не в Марсе? У Марсе будет 2 меча, плюс молот грома, плюс она будет накидывать в табло с помощью своей ультимативной. Ладно. Я так понимаю, здесь будет кунг-фу. Тут он меня удивил. Ну и что будем брать? Ничего. Но упало, конечно, тебе сильно. Вот это ему панды сыпятся. Я надеюсь, после этой игры ты пошел и поставил какую-то ставку.
Потому что так хорошо идет по пандам вообще. Да возьми, наверное, морскую волшебницу, а вот этих вот демонических волшебников продай. Все-таки, как-никак, ты сможешь поставить себе вдруг чего морских. Но я думаю, короче, он сейчас возьмет 8 уровень и на 8 уровне поставит себе полную синергию кунг-фу. У него сейчас очень сильный стол. Проигрывать вряд ли кому-то он будет. Конечно, есть бесполезный некромикон. Но пойдет. Марси, конечно, посмотри, как наваливает. Не, хитрец, конечно, много навалил, потому что там со способностей навалил. Но все же. Оп, усиление. Оп, антимаг. Да, это точно твоя игра. Оп, еще одно усиление. Меняй гоблинов. Молодец, красава. Ты его еще в 3 звезды собери. Чтобы мы все слюнями подалились. А сейчас купил его. У меня есть подозрение, что ты просто в моменте его то ли не заметил, то ли пропустил мимо глаз. Ну, ладно. В принципе, ничего страшного. Здесь он, кстати, знаете, какую может синергию сделать? Он может себе сделать 4 кунг-фу, 4 ведьмака, если тут будут воины какие-то, либо же рыцари. Либо же, если найдет перчатку 4-го тира, то это все ему не надо будет. Ну, вот так вот тут можно на скиллухе наваливать. Боже, чтоб мне так панды шли, как тебе. Продай ТБ. Ну ладно. Что-то у нас с ним не миндальная связь сегодня. А продал ТБ. Ладно, миндальная связь. Кто вдруг не знает, то клевер на кунг-фу это сильный предмет, как для первого тира. Все шансы срабатывания синергии кунг-фу с клевером становятся намного выше. Кто вдруг не знал. Поэтому клевер это очень сильный предмет первого тира. Уи, полетел. Ну и Марси пошла наваливать. Но я бы на самом деле бы, наверное, молот грома закинул бы в Марсе. Хитрец, он просто летает, он не бьет с руки. А Марси, когда использует свою ультимативную, она там наваливает в табло, ничего делать. Давай, меняй гоблина-убийцу. А, ты ж волшебника продал, красава. А почему ты не захотел ранних кунг-фу поставить? Ну, точнее, ты волшебника продал, зачем? Кстати, гоблин-убийца не реализовался. У него 3 монетки до сих пор висит. Ну, может быть, в скором времени реализуется. У всех уже очень мало хп стало. Почти половина у каждого. Только вот камень имеет 6 винстрик. Итак, а что тебе здесь за реликвия упадет? Ты скажи, что тебе сейчас еще упадет Мамора. Один хитрец, и ты его соберешь в 3 звезды. Либо же тебе упадет реликвия яиц и 2 хитреца. Да отстань! Магическая панда ему уже пришла сколько? 4 раза? Обалдеть. Идет в уровень. Окей, не спешит. Если он хочет сбить винстрик, ему 100% надо будет ставить себе синергию кунг-фу. Но из-за того, что он продал волшебников, поставить он их не может. Мамора. Рыбалку взял. Прикол. Воинов заблокировал. Хорошо. Убийц бы я тоже не блокировал, потому что там есть Квапа. А Квапа это такой серьезный персонаж, который будет... Не, Клевер не трогай. Это серьезный персонаж, который много накидывает контроля, плюс чистого урона, плюс ломает позиционку противника. Это прям шикарно. Не, надо синергию кунг-фу ставить. Не пробивает. Все, уже не пробивает. Уже больно. Хотя нет, пробил. Ладно.
Забираю свои слова назад. Я бы на его месте все-таки заставил бы полную синергию кунг-фу. С полной синергией кунг-фу, ты знаешь, как-то чувствуешь себя намного увереннее. Это как дорогие трусы. Они на тебе есть, но их никто не видит. Они тебя морально поддерживают. У камня там 7 винстрик. Надо забрать. Опять ты! Ты чё? Инвестицию в лучшую будущую сделал. Отлично, красава. У меня аж глаз зачухался. Я так понимаю, он хочет здесь поиграть на золотых роллах? Но зачем ты тогда продал волшебника еще одного? У тебя было 3 волшебника, ты мог бы... Ай, ладно, короче. Зевс. Хорошо. Это не камень пришел. Я надеюсь, камень к нему придет тогда, когда он уже будет с волшебниками. И сможет поставить себе полную синергию кунг-фу. Чтобы прям ваншотать. Камень, держись. О, отлично, волшебник. 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 Фух. У меня аж сердечко стало биться намного чаще, когда ты его не покупал. Цветка. Да, судя по всему, он будет играть через мехов. А это уже интересно. Это же, ой, как интересно. Сейчас он должен спокойно забрать этот винстрик у своего противника. У всех уже очень мало хп осталось. Игра может быть очень короткой. Только один камень с 8 винстрик. Опять он к нему не пришел. Где ты ходишь, камень? Мы тебя все ждем и уже все заждались. Ты уже должен к нам прийти. Уже. Никто его не должен трогать. Это наша корова, и мы ее будем доить. МК. Берет. 9 винстрик у него уже. Нет. Не продавай волшебников, чтобы, если что, мехов поставить полных. Но в этой игре еще не раскрылся вертолет. Зачем ты продал волшебника? Дух пятерка. Отлично. Блин, ну какая же идеальная игра у него. Так, это камень? Нет, это не камень. Жалко. Ну, уже с кунг-фу намного приятнее играть. Да пропустите Марси. Так, -1. А, так у него там хаотичный договор. Еще тебе хитрец упал. Так ты сейчас на 30-м раунде бери. Получай реликвию яиц. И все. И жизнь удалась. Может, Тинкера? Ну ладно. Хороший ему предмет упал. Я думаю, сейчас на 25-м раунде он будет переделывать предметы. Только главное, не трогай клевер. Вообще не трогай клевер. Опа, плюс мана. Отлично. Полезный персонаж упал. Он даже этого гоблина-убийцу продал по итогу. Продал МК. Ой-ой-ой. И бусы, и кристалл. Но бусы намного эффективнее для него были. Не трогай клевер. Не надо. Да подожди, тебе никто ж... Хотя... Ладно, можешь и клевер рыльнуть. Сейчас просто кто-то вылетит, тебе прилетит предмет первого тира. А потом уже как бы... Знаешь, что делать. Бери уровень дальше.
Итак, камень. А, у тебя же хаотичный договор, у тебя уже 59 хп. Я думаю, тут игра будет без шансов. Он всех сносит. Эдди на 6 хп живет. Но если не ошибаюсь, там Эдди вроде играет через 6 богов. Охотники. Ну, кстати, охотники еще могут неприятными быть. Ну, до поры до времени. Бэм. Минус толпа. Почти 10-й. Опа. Вот это я понимаю, находка. Продавай 2 тинкеров, купи 2 этих персонажей, пригодятся. Не хочешь? Ну, как хочешь. Там, кстати, Свена нашли. Понимаю. Жрецы. Но жрецы слабые. Единственное, что там есть дух пятерка. Ну вот, кстати, моя обыкновенная игра. Когда я хочу сыграть на Свене, кому-то Свен приходит, но только не мне. Там, кстати, 2 демона, 2 ведьмака. Интересно. Дум с кирасой. Сильно. А вот, кстати, Свен. Бэм. Ваншот. Ой, какая же ты тварь на антимаге. Как же ты меня бесишь. Я бы на твоем месте не тратил бесплатные роллы. Вот, да. Вот сейчас можешь. Да. Что-то как-то грустно. Но я бы, наверное, 2 легендарки все-таки бы купил. Все-таки Квапа. Все-таки дух пятерка. Контроль плюс урон. И вероятность выйти в синергию духов. Перчатку либо мантию хочешь. Ну, тоже, кстати, прикольно. Перчатка отлично смотрится, мантия тоже отлично смотрится. Берешь, собираешь себе 6 духов, в духа пятерку закидываешь мантию. И если тебе упадет еще и посох 3-го тира, то там будет разрыв тоталити полный. А вот, кстати, тебе и упал бесполезный предмет. И еще пришел Эмбер. И мне показалось хитрец. О, давай. Еще и барабан войны упал, еще и мантия упала, боже. Тебе надо было духа пятерку брать. 100%. Поставь Марси и хитреца поближе, чтобы они закастили свои способности. Опять бери его, бери. Хорош. Соберешь в 2 звезды, упадет посох 3-го тира, можешь закинуть в него. Будет лютый взрыв. Можешь духов собрать себе, в принципе, почему нет. И Тинкера продай. Ну тут скоро игра закончится. Она будет недолгой. На скиллухе такие фигуры вытащил, предметы хорошие. Единственное, что барабан войны у тебя не используется как надо. Я бы в духа пятерку сейчас не закидывал, у тебя нет никакого контроля. Вообще никакого контроля. Да, правильно. Так вот, я бы поставил поближе, чтобы барабан войны максимально себя раскрыл. Там же радиус 2,5 клетки. То есть он бы поставил рядом с Марси и закинул бы в нее барабан войны. И, соответственно, массовый мана-реген. Ну, в общем, хозяин-барин не хочет так делать. Любимый антимаг. А там антимаг, кстати, с перчаткой 4-го тира. Отлично вообще. Тинкер, синергия, кунг-фу. Обидно, ему слили винстрик. Надо поставить
Ну, поставь чуть-чуть по-другому. Ну, ты ж не раскрываешь Марси в полной мере. Я бы, наверное, кстати... Хотя, в Тинкере тоже хорошо смотрится мантия. Я бы, наверное, закинул бы все-таки в резака. Все-таки там урон по области. Дух пятерка сейчас себя не раскроет. Нету контроля. Нужен контроль. Нужен кунка. Либо цепочка 4-го тира нужна. Ну, в общем, что-то такое надо. Что там по реликвии? Слышь, а ты, ну, нормальный? Давай ты сейчас еще реликвию яиц найдешь. А зачем ты духа пятерку продал? Ладно. Все не то. Давай ролить. Ладно. Зачем тебе реликвии яиц, когда тебе так яйца идут, правильно? Оп, Зевс. Пригодится. А не хочешь вместо цвета поставить? Просто на такой стадии игры брать уже хаотичный договор не факт, что до 40-го игра затянется. Как по мне, лучше намного эффективнее использовать реликвии. Рандомную реликвию нажать. Мало ли тебе что-то там полезнее упадет. Если упадет реликвия яиц, это будет жестко. А вот, кстати, и камень пришел. А у него тут дух пятерка, демоны. Тут у него такой сыр-бор какой-то. Но этот сыр-бор его вынес. Там Дум в хитреца прилетел. Ай-яй-яй. Инвокер. Плюс 5 монет, отлично. Яйцо. Так может ты сейчас еще одно яйцо найдешь? Зачем тебе реликвия яиц, когда тебе вот так идут яйца? И вот так вот просто руками на скеле собрал себе такой стол. Серьезно? Это... Это жесть. Не может определиться, какой предмет взять. Я так понимаю, он хочет себе перчатку 4-го тира, чтобы у него был чистый урон. Взял БКБ. Хороший предмет. Против контроля, против вот этого вот всего. Надо уже менять свою синергию. Уже как-то туго становится. Оп, эмпреска. Сюда. Может, он хочет сделать себе эмпреску через кунг-фу? Марсе 3 звезды. Боже, да чтоб мне так шло. Я вот сейчас сижу и завидую такому приходу. Квапу возьми, хороший персонаж. Возьми Квапу. Поставь Квапу. О, кстати, 6 мехов. Только возьми Квапу. Кстати, минер под мантией короля и с перчаткой 4-го тира. А это интересно. Искусство это взрыв? А ну-ка, ну-ка. Бам! Ну пока что минка слабо дамажит. Пока что. Дух пятерка в 2 звезды уже неприятно. А тут еще и дух пятерка керри. Почему ты не берешь Квапу? Ну Квапа это ж отличный контроль. Не понимаю немного его. Еще одна эмпреска. Там Свен в 2 звезды.
Один барабан войны, перекинь, да, и поставь Марси поближе. Или в Марсе перекинь барабан войны, и, соответственно, чтобы мана регенилась по максимуму быстро. Не доигрываешь немного, паникуешь. Там, кстати, чел ТБ себе в 3 звезды собрал. Свен 40 тысяч урона. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот и минер в 2 звезды. Кстати, сейчас, если упадет драконий рог, он может закинуть туда мантию, драконий рог. Если упадет еще и перчатка 4-го тира, то вот это вот все он закидывает в минера, и минер может ваншотнуть весь стол. Там урона у него будет, обалдеть как много. Ну что ж, держим за него кулачки. Давай, сейчас умирает дракон, падает драконий рог. И падает тебе перчатка 4-го тира. Ты это все закидываешь в минера и взрываешь всех. А сверху можешь еще 4 бога поставить. Ну так, на сдачу. Мифриловый доспех. Ну показывай, что тебе там упало. О да! Вот это я понимаю. Кайф. Кстати, да. Арканцы закинь в импреску. Молодец, красава. Моя школа. Еще и богов ставят. Отлично. Найди еще 4-го бога. Для красоты. Под антимага ставишь импреску, это хорошо. Ну, давайте посмотрим. Этот взрыв. Ну, вот Марси не раскрыл чуть-чуть. Ну, это такое уже. Наверное, далеко минер стоит. Ой, далеко стоит. Мина не достанет. Мина не достала, прикиньте. Ой-ой-ой-ой. Как это красиво. Минера надо поближе поставить. Мина не достает. Слишком далеко мина стоит. Да-да-да, красавчик. Не, а вот импреску я бы так не ставил. Она сейчас может умереть и не успеть закастить даже ничего. Так, кстати, ты можешь вторую пару арканцов закинуть во вторую импреску. У тебя будет 6 пар арканцов. Закинь в нее еще одну пару арканцов. Не хочешь? Ну, как хочешь. Грамотная расстановка сейчас, кстати. Но хитрецу, по-моему, сейчас не достанется. Мана. Ну давай, мина. Чпуньк. Бам! Не, это жестко. Ай-яй-яй, как это жестко. Просто одна мина, взрыв и в могилу. 14 тысяч урона минера. Не, ну такой-то минер опасный. Закинул в него БКБ, чтобы никакой контроль не прилетел. Но это красиво. Не трогай сейчас ничего. У тебя маны в достатке. А Аганим ты вряд ли найдешь. У тебя сейчас 3 пары раконцов. Ой-ой-ой, еще импреска в 2 звезды. У тебя сейчас 3 пары раконцов, плюс тебе есть 4-я пара. Все прекрасно, все замечательно. Посередине минера. Минера в середину. А, не, нормально минка кастанулась. Все, прекрасно. Бам. Боже. Это жестко. Я такого минера еще не видел. Идеальный минер. Один взрыв, минус весь стол. Очень красивая игра. Очень красивая. Мне она очень понравилась. Ну там отличный, конечно, Свен. Нравится. Ой-ой-ой. В общем, игра классная.
Такого минера я еще не видел. Да, были некоторые моменты, о которых я проговорил в течение ролика, но в целом, итог покрывает все эти моменты, которые у тебя были до этого. Мне игра понравилась. Одна мина, минус весь стол. Это просто 10 из 10. Вы прикиньте такого минера с аганимом, либо просто в 3 звезды минера. Там же 2000 чистого урона, а под синергию кунг-фу это сколько урона будет на секунду? Это ж будет вообще взрыв. Реально, одна мина минус весь стол будет. Там единственное, что может быть поможет, это синергия морских, которая будет 60% поглощать урон со способности. И то не факт, что это поможет. Не, ну это сильно, это сильно. Это очень красиво было. Мне добавить по игре абсолютно нечего. Вот есть некоторые моменты, о которых я сказал. Это про Квапу, про Духа пятерку. То есть вот такие вот моменты. Но в целом это очень классная игра. Мне понравилось. Что думаешь ты по поводу этой игры? Напишешь в комментариях. А также не забудьте поддержать меня, соответственно, своим лайком. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.